Привет, друзья! Сегодня хочу написать вместе с вами миниатюрку с гранатом. Постараюсь сделать такую, чтобы это была простая композиция, понятная для всех. Цвета, которые я буду использовать, это Марс коричневый темный, Марс желтый прозрачный, краплак, красный темный, красный светлый, белила, охра. Возможно, где-то я буду использовать умбру. И в тени, наверное, чтобы обозначить тень, мне понадобится королевская голубая, возможно, кобальт. Это кобальт, постоянно забываю. Это кобальт фиолетовый, светлый. У меня вот. Здесь палитра немножко не захватывает. В общем, первое, что делаем, мы намечаем наши пропорции. Приблизительно, как оно что будет находиться. Вот такой гранатик. Намечаю я краплаком с Марсом желтым прозрачным. А следующее, вот после того, как мы наметили примерно, как будет располагаться наш гранат, мы можем обозначить теневую сторону, то есть цветом уже. Я использую тройник. Мешала я его сама. Разбавитель, льняное масло и немножко домарного лака. В общем-то, левая сторона. Можно чуть больше краплака добавить. Местами можно даже добавить коричневый темный. Так, теперь можно потихонечку вносить красный кадмий, где посветлее места. Этой же кистью я продолжаю, то есть местами она еще осталась в предыдущей краске, она вот идет постоянно такое смешение. Беру красный светлый, чтобы подсветить. Вот так. Постоянно кисть вытираю. Вот у меня салфетки. Мне кажется, что недостаточно тени. Поэтому я еще возьму. Охру я буду использовать для обозначения. И можно чуть желтенького, наверное. Для вот обозначения здесь серединки. Можно чуть-чуть красноватого. Так, теперь для того, чтобы немножко, если не совсем устраивает, как смешались краски, допустим, можно вводить потихоньку мастихин в некоторых местах, чтобы добавить вот объем этого гранатика. Можно местами подключить мастихин и какие-то моменты делать мастихином. Я немножко оранжевого с красным мешаю. Цвет, чтобы подчеркнуть более освещенные участки. И ищем тот вариант, который нам кажется наиболее удачный. Так. Местами вот здесь такие темные моменты. Здесь, допустим. Где-то будет еще светлее. Уже мы вводим белила потихонечку. Белила я использую
Титановые. Винтон, опять говорю, Винсор Ньютон. Вот такие вот. То же самое можно проделывать и кистью. То есть это по желанию, кому как больше нравится. Я часто комбинирую. Мне нравится, тогда получается интересная такая смешанная техника. Так, местами мы можем подключать в самых темных местах, можем подключать умбру. И вот так. Места. Теперь можем обозначить тень. Тень у нас будет... Так, тень у нас будет состоять из королевской голубой, немного ультрамарина, Марс и кобальт. Ой, уронила. Фиолетовый. Почему я постоянно забываю его название? Я не знаю, вот такой вот. Намешиваем такую грязно-сиреневую, холодноватую оттенок и обозначаем тень. Вот таким образом. Ближе к самому гранатику мы можем добавить ультрамарин, проплака, такую темную, сделать более темную смесь и прямо вот под самим гранатом добавить. Как-то так. Для большего объема мы смотрим, примерно сравниваем, смотрим на саму картинку, чего нам не хватает. Вот как будто бы не хватает каких-то более ярких таких акцентов, светлых. Вот я поэтому беру красный светлый, беру белила и вот так кистью хожу по вот этим местам. Потом мы добавим блики. Просто прежде чем мы перейдем к самим бликам, нужно для них подготовить основу. То есть здесь сами цвета между собой переливаются. Здесь чуть светлее. Темнее. Здесь немножко идет такая тень. А с вот этой наоборот цвет. Теперь мы можем сам гранатик с помощью фона подрезать и определить его размеры. Я буду делать фон теплым, охра с белилами, можно немножко королевской для интересности добавить. Вот такую вот смесь. Можно Марса немножко. Такая, чтобы интересная волна. Вот. Что я делаю теперь? Я подрезаю наш гранатик фоном. То есть где-то я вышла за пределы. И мне хочется обозначить его вот границы примерно таким образом. С этой стороны проделываем то же самое. Даже не шаталась камера, чтобы вот таким образом.
Вам было видно? Вот так. И теперь вот эти вот места тоже. Где-то мы их тянем за собой, где-то наоборот подрезаем. Здесь просто так. Можно оставлять где-то подложку. Она проглядывала, это не столь важно, так даже смотрится интереснее. Так, немножко охры. Так, чтобы подсветить этот фон местами, чтобы он не был такой скучный. Играемся тонами. Так. Следующий у нас шаг. Мы работаем. Я не ухожу никогда в сильную детализацию, но какие-то моменты все-таки хочется отметить. Поэтому берем кисть поменьше. И мы можем отметить, например, в серединке вот у нас есть такие вот какие-то штучки. Не знаю, как правильно назвать это. Был цветок. Поэтому остались вот такие вот. Здесь более темное можно. Вот так. Здесь тоже подчеркнуть. Это было более как-то разнообразно. Все время, если меня не устраивает то, что у меня на кисти, я вытираю салфеткой. Либо обычно я это делаю в картон. У меня рядышком нет. Можно оранжевым, темнее что-то. И теперь можно поставить блечок. Блечок белилами мы делаем. Где-то они соединятся. Тут можно добавить королевскую, потому что как бы отсвечивает сиреневато. И здесь чуть-чуть. То, как это смотрится. Проверяем, постоянно сравниваем. Нравится нам то, что получается, или не нравится. Если нам что-то не нравится, то есть не каждый шаг, который идет у нас в процессе работы, будет нас устраивать. Если нам что-то не нравится, то это очень легко снять мастихину, перекрыть другим цветом или что-то в таком духе. То есть здесь вы не ограничены, можете делать, поступать так, как считаете нужным. В этом прелесть масла, что у вас не один шанс. Намного сложнее в этом плане работа акварелью. То есть я считаю, что это одна из таких самых сложных техник. Нужно быть очень техничным в этом плане. Масло позволяет вам работать столько, сколько нужно. Конечно же, да, если
сильно перестраивать свою работу, может казаться потом какой-то замыленной, замученной. То есть все равно тоже есть свой лимит, но тем не менее он есть. Вы можете подправлять, отрезать, работать, добавлять какой-то цвет, перекрывать где-то. В принципе, вот наша миниатюрка, она готова. Мы уже здесь можем остановиться. Любую работу это вы решаете, когда ее нужно закончить. Иногда лучше не дописать, чем переписать. Это я уже на собственном опыте научена, потому что бывает, кажется, ну что-то как-то как будто бы чего-то не хватает. Как будто бы что-то еще нужно, что-то еще хочется. И вот добавляешь, 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 а в итоге смотришь, работа потеряла весь свой вот эту свежесть, стала такой какой-то слишком детализированной, уже не такой интересной, на мой взгляд. Опять же, это дело вкуса. Все мы любим разные стили. У всех свои предпочтения. Об этом не спорят, конечно. Поэтому здесь вы сами решаете, когда нужно закончить эту работу. Я, в принципе, планирую на этом остановиться. Вот я тут хочу еще этот обозначить колышко. В принципе, на этом все. Опять же, я тоже иногда забываю, что уже достаточно и что можно здесь сказать все. Какой-то лишний мазок может действительно стать уже лишним. Поэтому для такой миниатюрки я думаю, что вот этого вполне достаточно. Вы можете, если вам недостаточно, вы можете добавлять. Можете поработать над фоном, сделать какой-то фон. Можно, я не знаю, поработать с самой тенью, вот еще как-то ее там разнообразить, добавить какие-то там мазочки, оттенки. Так вот. А я, пожалуй, остановлюсь, буду подписывать. И на этом все. Тут же сразу я предлагаю вам написать еще одну миниатюрку, еще один гранатик. Вот. Палитра у нас та же. Формат это чуть-чуть поменьше, 15 на 15 сантиметров. Маленький такой небольшой. Наметим такой формы. Чтобы закрепить. Как-то так. Сразу же делаем теневую сторону. Так. Наносим, набираем, то есть массу. Здесь четко можно просмотреть рефлекс.
Постоянно вытираем кисть и наносим следующий слой. Набрали немножко, отошли, смотрим. Она как бы работка небольшая, на расстоянии вытянутой руки, то есть как бы не нужно далеко отходить. Так мы достаточно расстояние вытянутой руки, чтобы рассмотреть. Но очень важно иногда останавливаться и смотреть, анализировать, что мы сделали, устраивает нас результат, не устраивает, какие ошибки, возможно, допустили. Это очень полезно. Набираем комбинацию для тени. Это королевская, ультрамарин, охры немножко или Марса желтого прозрачного. И смотрим, когда нас будет устраивать. Можно чуть-чуть темнее. Таким образом можем взять мастихин и немножко растушевать краски, которые мы набирали до этого, создавая такое вот интересное смешивание между собой цветов. Опять же, если мы в этом видим необходимость, если хочется с этим поиграться, можем этого и не делать. То есть это не обязательно, можно оставить так, как было. Но мне интересно бывает посмотреть, какой эффект получится, если, допустим, мне кажется всегда, что оно как-то интереснее получается, потому что уже оно не всегда даже вроде бы работа кистью, а тут такие какие-то интересные смешания. И оно всегда глазу интересно рассмотреть, а что это, как это вот этот момент получился. Вот поэтому я использую опять говорю, использую эту технику. Следующий момент, который мы можем сделать, это перейти к самому фону и убрать, подрезать лишние моменты, которые мы здесь допустили, где мы вышли за границы. И тогда нам, возможно, станет понятно, как нам двигаться дальше и что еще возможно добавить, а что-то возможно и убрать. Опять же, на референс мы смотрим как на вспомогательный такой момент. Приблизительно вот форму используем, приблизительно. Вот где-то вот можем что-то добавить свое. Как-то вот рука пошла, момент, да, какой-то вот, и вам понравился этот, а на референсе оно, допустим, совсем по-другому. И вам не обязательно у себя его исправлять, чтобы он был более похож на референс. То есть вы можете оставить, ведь оно красиво получилось. Не как бы не нужно себя ограничивать самим референсом. Потому что зачастую работы получаются намного интереснее, а мы пытаемся вернуться в рамки того, что видим на картинке. Вот этого я пытаюсь избегать. Поэтому они не все работы похожи на изначальный
исходник. Так, теперь хочу взять чуть-чуть поменьше кисть, чтобы пройти вот эти моменты здесь, показать, что оно открывается здесь. Где-то темнее, где-то чуть-чуть мы видим желтинку. Вот такую. Где-то добавляем красный. Подчеркиваю рефлекс. Свет у нас вот здесь. Так. Еще можно добавить вот здесь теневую сторону, черкнуть. Слишком остро получилось. Отрежем. Теперь можно добавить какие-нибудь опять детали. И миленькие. Вот, к примеру, здесь. Мы видим, где-то просвечивается желтое, где-то оранжевенькое. Также можем поставить блик и посмотреть, как он работа сама заиграет. Если подсветилось и все в порядке, то можем оставить. А вот здесь уже как будто бы лишнее оно. То есть достаточно того блика, который был. Вот так. Поэтому мы его убираем. Так. Чтобы еще нам поделать, можем тень накидать. Еще вот чуть-чуть такую разбеленную немного. Ее в фон как-то адаптировать. А где-то местами она наоборот будет чуть-чуть темнее. Подчеркивать сам этот гранатик, чтобы он еще больше вышел, стал объемнее и вышел на передний план. Ну вот как-то так.
Я думаю, что можно заканчивать. Сейчас еще, может, какие-то вот моменты здесь я подрежу. Слишком большой получился этот хвостик. Ну, а в общей сложности работа готова. Быстрая такая набросок. Надеюсь, вам было полезно это видео. Пишите ваши комментарии, что вы думаете, понравилось вам, не понравилось. Мне всегда интересно почитать. Обратная связь — это очень важно. Благодаря этому я знаю, что вам интересно, что бы вы хотели видеть. И уже стараюсь под это тоже подстраиваться. Так. Ну, можно было бы еще, конечно, что-нибудь тут добавить, какие-то вот интересные мазочки, чтобы интересно было разглядывать. На импаста мне всегда вот она как-то дает живость работе, и всегда интересно за ней наблюдать, даже спустя время, когда она полностью работа высохнет и уже, допустим, покупатель смотрит и видит то, как работал автор, какой мазок, куда он, с какой стороны и как он двигал кистью. И от этого работа становится как будто бы живой, несущей свою энергетику. Пусть даже это очень маленькая работка. Так. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было все интересно, не скучно. Желаю всем творческого вдохновения. Всем спасибо. Всем пока.